Приветствую всех, мои дорогие. Рад всех приветствовать. С вами снова Юрий Пузыревский. Дайте обратную связь, как меня видно и как меня слышно. И как мы с вами и договаривались, мы на этой неделе проведем марафон. Не простой марафон, а марафон психологической гигиены. Приветствую всех, мои дорогие. Так, судя по всему, звук и картинка появились, поэтому мы можем начинать нашу трансляцию. Немного организационных моментов. Марафон будет оставаться в записи на этом канале до пятницы. Каждый день мы с вами будем приблизительно в это время встречаться, где-то с 16 до 17 мы будем стартовать. Почему не могу сказать конкретное время? Потому что у меня жесткий график, как наверняка и у большинства из вас. Поэтому в период с 16 до 17 я буду выходить в прямой эфир где-то на час, может быть меньше. От получаса до полутора часов, где я буду давать какие-то конкретные инструменты, которые будут помогать вам, скажем так, сохранять ваше психологическое здоровье. Я надеюсь на вашу активность. Марафон делаю по вашей просьбе. Поэтому, что такое марафон? Да, будет небольшой урок. Вот сегодня у нас первый день марафона. Мы будем разбирать какую-то небольшую тему. И нужна будет, безусловно, что? Ваша работа и ваша обратная связь. Что это значит? Это значит, что каждый день будут простые, выполнимые для взрослого человека задания, с которыми вы обязательно будете справляться. И нужна будет обратная связь, нужно будет что-то делать, и нужно будет об этом писать в комментариях под записями этих эфиров. Если вы согласны на такую перспективу, то предлагаю не тратить больше времени на организационные моменты и уже начинать, соответственно, наш марафон. И так как наш марафон носит имя марафон психологической гигиены, нужно разобраться с основным понятием, что же такое психологическая гигиена. Ну, если мы говорим о гигиене, это скорее какая-то профилактика. Профилактика каких-либо психологических расстройств, да? То есть это сохранение, это какие-то действия, это какие-то мероприятия, какие-то упражнения, практики, направленные на то, чтобы вы ваше психологическое здоровье, мои дорогие, сохраняли и увеличивали. Вот на этом я предполагаю и остановиться, точнее предлагаю и остановиться. То есть что такое психологическая гигиена? Это ряд упражнений, мер, действий на поддержание вашего психологического здоровья, сохранение и поддержание. И чем мы займемся сегодня? Сегодня будет наше первое вводное занятие. Оно, на мой взгляд, является основой, потому что, как правило, мы ищем какие-то сложные вещи, мы начинаем копаться в своей психике, в своих убеждениях. Мы с этим тоже поработаем на этом марафоне. Но мы игнорируем порой очень-очень простые вещи. А что это за вещи? Это условия нашего непосредственного комфорта. И я вам дам простую формулу, к которой нужно стремиться. Сегодня мы больше будем говорить про комфорт нашего тела. Про комфорт нашего тела. Почему это важно? Потому что, как гласит одна из пресуппозиций НЛП, сознание и тело — это части единой системы. И это очень здорово, что это так, и тут тяжело с этим поспорить. И, соответственно, если наше тело чувствует себя плохо, то наша психика тоже чувствует себя плохо. Наверное, вы с этим согласитесь. Когда человек болен, он, скорее всего, себя и эмоционально, и психологически ощущает не очень ресурсно. А наша задача сделать так, чтобы мы себя чувствовали хорошо. Чувствовали себя хорошо, или в крайнем случае мы чувствовали себя нормально. И для этого я предлагаю вам рассмотреть одну из стратегий, которая очень важна и которую важно соблюдать. Сразу могу сказать, что вы ее, скорее всего,
не сможете всегда, всю жизнь соблюдать. И я просто не знаю таких людей, которые в действительности могут приблизиться к идеальному соблюдению этой стратегии. Стратегия заключается вот в чем. Стратегия называется 3 восьмерки. Первая восьмерочка – это сон. Прям помечайте себе. Это сон. Вторая восьмерочка – это работа. И третья восьмерочка – это отдых. И как вы наверняка уже успели заметить, что если сложить 3 раза по 8, то получится 24. И 24 часа в сутки, 24 часа у нас находятся в сутках. Соответственно, в идеальных условиях нам сохранить эту пропорцию, чтобы в наших сутках 8 часов сна присутствовало. Это обязательно, это вот вообще обязательно. Обязательно, чтобы присутствовало 8 часов сна, чтобы мы работали 8 часов и чтобы мы отдыхали тоже 8 часов. Это такая вот идеальная формула баланса, когда вы будете себя чувствовать предельно хорошо и предельно комфортно. Многие люди пренебрегают своим сном. Они спят меньше или, допустим, больше. Чем это хорошо и чем это плохо? Ну, спать 7-9 часов, в среднем 8, это вообще идеальный вариант. Да? 7, 8, 9 часов. Это хорошо. Если мы спим больше, если мы спим, допустим, 12 часов, я не врач, я не доктор, но я рассматриваю все эти вещи с точки зрения психологии. Так как у нас всего 24 часа, 24 часа, если мы спим слишком много, ну, допустим, спим 12 часов, то у нас остается уже на работу и на отдых, соответственно, сколько? Остается всего 12 часов. Если у нас осталось на работу и на отдых 12 часов, и из них мы 8 часов работаем, скорее всего, ну, если мы работаем, ходим на нормальную работу, то, соответственно, на отдых у нас уже из 12 часов остается сколько? Всего 4 часа. Это нехорошо, формула не складывается. Соответственно, есть другие перекосы. Есть люди, которые работают по 15 часов. Каюсь, я тоже отношусь к этой категории. Я много работаю. Я работаю по 15-16 часов в день. Соответственно, на сон, если уходит 8 часов, то на отдых у меня остается 0. Такие люди тоже есть. Есть же третья категория людей, которым иногда некоторые люди завидуют. Они отдыхают. Они отдыхают, не знаю, 10-15 часов в день. Соответственно, у них не остается либо времени на сон, либо времени на работу. Соответственно, вы понимаете, что формула справедлива. Я не знаю людей, которые идеально соблюдают эту формулу, но это ваш ориентир, это то, к чему нужно стремиться. Потому что если мы будем выполнять хоть криво эту формулу, мы уже начнем себя чувствовать намного ресурснее. Я вот недавно, поделюсь своим случаем, словил творческий кризис, если это можно так сказать. В чем это выражалось? Это выражалось в том, что у меня просто не получалось создавать какой-то новый контент. У меня не получалось генерировать какие-то новые идеи. И я себя словил на том, что я практически не отдыхаю. Видите, как говорится, сапожник без сапог. Есть такое дело, что многие сапожники оказываются без сапог. И в таком случае, ну вот знаете, когда не можешь из себя ничего достать. Хотя доставать как бы нужно. И хотя нужно что-то делать и что-то создавать. И единственным простым способом лечения этой всей истории я нашел для себя выход. Что сделать? Просто отдохнуть. И вот я дал себе возможность отдохнуть 3 дня. 3 дня я не спал целых 3 дня. Точнее, я спал по 8-9 часов, как положено. Для меня это нормально. Но все эти 3 дня я не занимался никакой работой. Я не делал какие-то свои непосредственные обязанности. Я для себя устроил, ну, можно сказать, выходные. Я
проводил время с дочкой, смотрел фильмы, тупил, смотрел тиктоки, но не делал ничего, что будет являться в моей карте реальности работой. Таким образом, я отдохнул, восстановился, и сегодня я уже с вами работаю в этом марафоне. Поэтому обращайте внимание, что очень важно, если вы какой-то из этих компонентов преувеличиваете, либо преуменьшаете, вы будете чувствовать эмоциональный дискомфорт, вы будете чувствовать себя крайне нересурсно, вы будете чувствовать себя плохо. Кто с таким встречался, напишите, пожалуйста, да, я с таким встречался. Ну, если вы спите мало, то, скорее всего, вы будете чувствовать дискомфорт. Если вы отдыхаете мало, будете чувствовать дискомфорт. И что самое удивительное, если вы работаете мало, вы тоже будете чувствовать дискомфорт. Многие люди мечтают никогда не работать, но могу вам сказать, что человек так устроен, что ему нужно чем-то заниматься, у него должна быть какая-то осмысленная, осознанная деятельность. Пускай даже если, может быть, вы не работаете работу, да, в классическом этом понимании этого, не ходите на работу там и так далее, вы, допустим, фрилансер или что-то в этом роде, все равно, если, ну вот, человека хватит на месяц, вот если он очень утомился, его хватит на месяц заниматься бездельничеством. А когда он уже вдоволь набездельничал, то он все равно приступает к какой-то определенной деятельности, и это совершенно нормальная история. Итак, первое задание нашего марафона. Вы уловили, надеюсь, эту формулу. Запомнить очень легко. 24 часа в сутках, 3 восьмерочки. 8 часов работаем, 8 часов отдыхаем и 8 часов занимаемся самым любимым занятием для многих, занимаемся сном. Что нужно будет делать вам? Я вас призываю, настоятельно призываю и приглашаю, так как многие из вас собирались проходить этот марафон, записать эту формулу: сон, отдых, работа. 8-8-8. И первые 2-3 дня марафона просто за собой следить. Не в моих фантазиях, как это хотелось бы мне, а действительно просто завести, не знаю, заметку в телефоне, в айфоне или в смартфоне, в чем угодно. Либо просто на бумажке и фактически фиксировать. Лег во столько-то, проснулся во столько-то, столько-то работал, столько-то отдыхал. И здесь первые 2-3 дня я вас буду просить писать комментарии по формуле 3 восьмерки. Очень важно понять свою отправную точку, а как это действительно сейчас у меня происходит, на каком уровне я нахожусь. Вы найдете свои перекосы, это нормально, они у всех есть. Я вот совершенно недавно заметил, что вот у меня отдых, он вообще напрочь отсутствует. Но тем не менее, я над этим работаю, и давайте работать над своим недостающим звеном вместе. Когда вы напишите, кстати, поставьте плюсики, кто согласен, что нужно провести такой вот замер себя. Нужно себя попроверять. 2-3 дня, больше не нужно. Просто понять. Вы очень сильно удивитесь, если вы, когда хотя бы 1-2 дня, максимум 3, себя просто поконспектируете, как это у вас в действительности происходит. В дальнейшем, следующим шагом будет какой шаг? Нужно будет задать себе вопрос, как я могу изменить ситуацию, как я могу улучшить. Ведь обратите внимание, что вот само знание вот этой отправной точки А, когда мы точно знаем, чего нам не хватает, нам уже легче строить план, и у нас уже есть понимание, как нам обрести наше психологическое, в том числе спокойствие. Поэтому первое задание этого марафона: заводим блокнотик, сон, работа, отдых. Проверяем себя, сколько у вас в сутки уходит на что времени, сколько ушло на сон, сколько ушло. Почему я говорю 2-3 дня? Потому что за один день может и не получиться. За один день может и не получиться получить какую-то объективную картину. Поэтому 2-3 дня, они такие усредненные, тем более сегодня понедельник, завтра вторник, среда. У вас обязательно это все дело получится. Обязательно это все дело получится.
Надеюсь, что задание понятно, и я вас буду просить после завершения каждого эфира, чтобы вы в комментариях потом, когда вы будете возвращаться, чтобы у нас была живая движуха, чтобы вы отписывали, как у вас обстоят дела. Итак, первый комментарий, который я хочу увидеть от вас завтра, на завтрашнем марафоне к этой записи: сон-столько-то часов, работа-столько-то часов, отдых-столько-то часов. Надеюсь, с этим понятно. Это простое задание, любой взрослый человек должен с ним справиться. Теперь идем дальше. И предлагаю перейти к теме, которая называется аутогенная тренировка. Для чего это нужно? Ну, наверняка у всех у вас, у тех, кто смотрит мой канал, есть какие-то цели. И есть то, что вам нужно делать. Что такое аутогенная тренировка? Немного поясню, откуда она появилась. Многие спортсмены ее используют, когда готовятся к каким-то соревнованиям. Ну, допустим, там бегун. Бегун садится на 15 минут в медитацию и представляет, как он бежит необходимое количество ему километров, представляет, как он улучшает время и так далее, и так далее. У каждого из вас и у каждой из вас есть какая-то деятельность, которой вы занимаетесь и в которой вы хотите улучшать результаты. У каждого человека такая деятельность есть. Даже если вы домохозяйка, может быть, вы хотите усовершенствовать свой навык, ну, допустим, уборки в квартире. А если вы предприниматель, то вы хотите, не знаю, улучшать продажи или улучшать какие-то другие показатели бизнеса. Неважно. Важно то, что вам нужно понимать, чего вы хотите. И для того, чтобы улучшать результат, вам очень сильно будет помогать аутогенная тренировка. Почему я включаю аутогенную тренировку в этот марафон? Потому что, во-первых, аутогенную тренировку невозможно сделать, если вы не достигли состояния легкого транса, либо состояния легкой релаксации. Чем мы, собственно говоря, сейчас и займемся. Сейчас я вас буду обучать, как расслаблять свое тело, как получать комфорт для своего тела, чтобы у вас было чем можно больше достижений и свершений. В конце концов, для чего нам психологическая гигиена и психологическое спокойствие? Для того, чтобы мы могли жить и радоваться жизни. Итак, на самом деле рецепт тоже предельно простой. На это тоже стоит обратить внимание. На наш комфорт. Прям вот записывайте. Пишу слово комфорт. Что может поспособствовать увеличению комфорта для вашего тела? Смотрите, друзья, есть такая вот интересная история, что многие вещи мы сознательно игнорируем, но вот то, о чем я сейчас говорю, это крайне важно, и это прям базис, это прям ваша стартовая точка. Для того, чтобы наше тело испытывало комфорт, что нам нужно? Нам нужно первое. Чувство голода. Отсутствие чувства голода. Наверняка каждый из вас или каждая из вас со мной согласятся, что когда мы голодные, мы не чувствуем себя комфортно. Вот нельзя поставить знак равенства между голодом и комфортом. Вот согласитесь, что нельзя уравнять, вот прям вообще нельзя. Нельзя поставить знак равно между голодом и комфортом. Я знаю людей, которые настолько неосознанно, я вот даже по их поведению могу определять, что он хочет есть. Ну, это близкие мне люди, я за ними часто наблюдаю, и я вижу, когда человек чрезмерно раздражен, я задаю вопрос: слушай, а ты случайно кушать не хочешь? И как правило, вот в 90% случаев он говорит: да, я хочу кушать, я очень голодный или я очень голодна. Поэтому что нам нужно делать? Нам нужно понаблюдать за собой и построить свое питание таким образом, чтобы мы не испытывали чувство голода. Во-первых, как это можно улучшить? Очень часто нам кажется, что мы хотим кушать, а мы на самом деле кушать не хотим, а мы хотим пить. Ваше здоровье. Поднимаю этот бокал воды за ваше здоровье.
иметь под рукой стакан воды. Даже если вы не любите пить воду. Я вот, допустим, не очень люблю пить воду, и, скажем так, я не являюсь тем человеком, у которого всегда с собой есть бутылочка воды. Но, тем не менее, я сознательно тренирую в себе этот навык пить водичку. Вода помогает ускорить все процессы в организме, вы будете чувствовать себя намного еще ресурсней и здоровее. И одновременно она помогает убрать вот это чувство голода, потому что очень часто мы не понимаем, чувствуем мы голод или жажду. Чаще мы чувствуем жажду, а вместо этого начинаем кушать. Поэтому нужно постараться обратить внимание на то, насколько вы сыты. Сытый человек. Сытый человек – залог психологического здоровья и благополучия. Следующий момент – это переедание. Почему это важно? Потому что все точно так же мы не можем поставить знак равенства между ощущением переедания и комфортом. Согласны ли вы, что когда человек переест, перекушает, переполнит свой желудок, он не будет чувствовать себя комфортно. Он будет хотеть спать, и это своеобразная такая, знаете, анестезия, потому что нам действительно некомфортно, когда мы переели, но мы ложимся поспать и откладываем жиры. Для того, чтобы наш желудок без нас и без нашей активной помощи нашего мозга, просто вся энергия уходит в желудок, чтобы пища переварилась и нам потом становится легче. Поэтому вам нужно постараться избегать чувства переедания. Как это можно сделать? Ну, на самом деле это очень просто. Просто если вы знаете, что вам свойственно переедание, опять же, на помощь приходит водичка, вы можете съесть несколько меньше, чем вы едите обычно, и запить это стаканом воды. Можете просто немножко меньше съесть. Я не говорю, что мы сейчас будем тут заниматься диетами. Как это все связано с психологией? Это очень сильно связано с психологией. Я сейчас не буду вдаваться в какие-то дебри. Я просто лишь хочу, чтобы вы вот в этот первый день марафона на самом деле немного себя просканировали и нашли те причины, которые они не очевидны, они, скажем так, в большей степени бессознательны. Они не очевидны и бессознательны, но они тянут из вас энергию, они тянут ваше здоровье. Поэтому избавляемся от чувства голода, избавляемся от переедания. И третий очень важный момент. Даже не знаю, как его назвать. Давайте мы придумаем вместе название этому пункту. Когда мы еще не можем чувствовать комфорт. Мы не можем чувствовать комфорт, когда наш мочевой пузырь переполнен. Давайте назовем это «хочу по-маленькому». Хочу по-маленькому. И согласитесь, когда человек хочет по-маленькому, это тоже нельзя назвать состоянием комфорта. Вот эти три вещи, они очень важны, прям очень-очень важны. Когда человек испытывает чувство голода, ему некомфортно. Когда человек переел, ему некомфортно. Когда он хочет по-маленькому или даже по-большому, ему тоже некомфортно. Это три вещи, за которыми стоит следить. А многие люди ищут себе проблемы в убеждениях, ищут себе проблемы своего состояния в каких-то более глобальных вещах, хотя на самом деле нужно обратить внимание всего лишь на три эти вещи. И я вам рекомендую тоже завести страничку в блокноте и просто позаписывать, как часто я испытываю переедание, как часто я испытываю голод, как часто я испытываю переполненный мочевой пузырь. Согласитесь, когда вы хотите в туалет по-маленькому, когда ваш мочевой пузырь полон, вы не будете чувствовать себя хорошо. Покажу просто небольшую линейку. Мочевой пузырь переполнен. Вы терпите. Вы думаете, что потерплю еще чуть-чуть. Да?
В этот момент вы становитесь сразу нересурсным, неэффективным. Делаете свою работу плохо. Может быть, кому-то огрызаетесь в телефонном звонке. И много чего другого еще может происходить. Хотя на самом деле, чтобы этого состояния избежать, нужно просто сходить туда, куда нужно. И почему это важно? Почему мы начинаем этот марафон именно с этих вещей? Потому что как только вы отрегулируете у себя этот момент, начнете ходить в туалет по-маленькому, как только, как там говорят, нужда зовет. Ладно, суть не в этом. Суть в том, вы начнете избегать очень многих проблем и в коммуникации, и очень многих нервных напряжений соответственно. Почему? Ну, потому что вы просто не будете себя сдерживать в том, в чем себя сдерживать не нужно. Но мы очень сильно часто этими вещами пренебрегаем, а потом начинаем искать помощи у психотерапевтов. Вот если эти три вещи вы в своей ежедневной рутине поправите, научитесь за этим наблюдать и контролировать, вам уже не нужно будет в большинстве случаев проходить подобного рода марафоны. Поэтому запоминайте и давайте вы мне тоже в комментариях к этому прямому эфиру дадите обратную связь о том, как это у вас происходит. Часто ли вы чувствуете себя голодным или голодной? Часто ли вы объевшимся, да, или переевшим? Либо часто ли вы терпите? Назовем это так. Часто ли вы терпите? А теперь перейдем непосредственно уже к аутогенной тренировке. Аутогенная тренировка, она состоит из двух этапов. Первый этап – это комфорт и расслабление тела. А второй этап – это уже непосредственно прокручивание мыслей. Многие люди сейчас страдают расфокусировкой внимания, как будто не хватает внимания на все. И вот аутогенная тренировка поможет вам сконцентрировать ваше внимание на более важных вещах. Опять же, почему я здесь рисую стрелку непосредственно отсюда? К этой легкой релаксирующей медитации не стоит приступать, если вы чувствуете себя голодным, переевшим, либо не сходившим в туалет. Вот эти три этапа соблюли, потом переходим к этапу тела. Чтобы расслабить свое тело, нужно в первую очередь обратиться к нескольким вещам. Как делается вообще аутогенная тренировка? Вам нужно сесть поудобнее. Это не значит, что вам нужно прям развалиться. Нет, вам нужно либо откинуться на спинку стула, желательно, чтобы ваш стул был с подголовником, на который вы можете положить голову, либо сесть в позу, ну скажем, такого наездника, когда вы немного на стуле сидите на краешке стула, наклонились вперед, можно локтями опереться на коленки и таким образом сесть. Да? То есть вот так. Я вот так вот люблю прямые эфиры проводить. Таким образом тоже подойдет. Либо так садимся, либо откидываемся на спинку стула. Дальше нам нужно просканировать. Садитесь с закрытыми глазами, сканируйте полностью свое тело. Что это значит? Закрываете глаза и мысленным взором начинаете водить по своему телу. Я рекомендую начинать с пальчиков ног. И смотрите, а какая из мышц на моем теле сейчас напряжена. И вы начнете замечать очень интересную историю, что многие мышцы в вашем теле напряжены. И ваша задача, как только вы заметили это напряжение, их начинать расслаблять. Итак, вы сканируете все тело с самого низа до самой макушки головы. И с чем вы столкнетесь? Вы столкнетесь с тем, что вы найдете очень много напряженных мышц на вашем лице. И на лице, как говорят, очень много, да, чуть ли не самая насыщенная мышцами часть тела человеческого.
Так вот, что делать дальше? Что делать дальше? Когда вы подберетесь к голове, я рекомендую очень простой массаж для лица. В чем он заключается? Для того, чтобы его расслабить. Вот вы сидите в расслабленном, вам нужно просто потереть немного руки свои, чтобы ваши пальцы согрелись. Вот смотрите, я даже сейчас в прямом эфире, у меня немного прохладно в помещении, у меня кончики пальцев, ну, такие прохладненькие. Если вы потрете 30 секунд, это не так уж много. 30 секунд буквально, они у вас сразу станут теплыми, а может быть даже и горячими. Вот, потираете пальчики 30 секунд, а затем просто начинаете вот так кончиками пальцев гладить свое лицо, особенно там, где напряжение. Скулы очень часто у многих людей, они вот постоянно зажимают скулы. И лоб. Хмурят лоб. И просто руками в течение буквально 1 минуты начинаете себя гладить. Это подходит как мужчинам, так и женщинам. Женщинам, конечно, кто пользуется макияжем, это не так комфортно и удобно, но постарайтесь найти себе возможность, чтобы это поделать. И вы заметите одну обалденную штуку. Если вы вот так погладите свое лицо своими теплыми пальчиками в течение 1 минуты, у вас лицо очень сильно расслабится, а вместе с тем и все тело. То есть вот первая часть, мы расслабляем тело. Когда мы тело свое расслабили, когда мы уже поняли, что мы уже порелаксировали, нам уже хорошо, наше тело в действительности расслаблено. На это можно потратить где-то 5 минут. Этого достаточно. При должной концентрации. При должной концентрации этого достаточно. И когда мы поняли, что наше тело расслабилось, мы переходим к мыслям. А мысли тренировать очень просто. У вас есть какие-то текущие задачи, то, что вам нужно делать. И я вам рекомендую в формате аутогенной тренировки тренировать те действия, которые вам необходимо делать. Ну, допустим, вам нужно сделать такой-то объем работы, не знаю, за компьютером. Вам нужно представлять прямо мысленно еще в течение 10 минут, как вы делаете эту работу, как вы делаете это действие, как вы делаете эти действия. И представляйте, как у вас получается. Представляйте, как у вас получается. Также вы будете обращать внимание, что в процессе этой тренировки мысленной, у вас будет напрягаться тело, как будто вы действительно делаете эту работу. Где-то захмуриваться, где-то напрягать мышцы рук, плечей, ног и так далее. Что в этом случае нужно сделать? В этом случае нужно прерваться от представления и немного еще поработать со своим телом. Опять постараться расслабить все свои мышцы и затем снова расслабить мышцы лица. И потом мы дальше переходим к этой тренировке. Это не медитация, это именно тренировка, когда вы мысленно натренировываете свою активность, то, что вам нужно делать. И тогда, когда вы уже в физическом теле, в реальности приходите это делать, вы уже как будто натренированы, вы уже как будто подготовлены к этому всему действию. И таким образом вы начинаете чувствовать себя намного лучше, потому что сама непосредственно работа, которую вы должны, обязаны или хотите, или вам нужно делать, она уже делается по-другому, в другом режиме. Отсюда вывод, что мы чувствуем себя реально намного лучше и проще. Итак, друзья, вы какие-то сегодня не очень активные у нас в комментариях в чате, но я надеюсь, что после завершения нашей трансляции вы обязательно напишите свои комментарии. Подводим итог и смотрим, какое у нас домашнее задание. Первое. Правило 3 восьмерки. 3 восьмерочки. К завтрашнему дню жду в комментариях под выпуском первого дня марафона, что у вас получается. Сон, работа, отдых. Что у вас по факту получается. Дальше. Второе домашнее задание. Научиться чувствовать себя комфортно. Это мы достигаем с помощью 3 простых вещей. Работаем с чувством голода, с перееданием и работаем с «хочу по-маленькому». Дальше, когда научились с этим работать, кстати, пишите в комментариях, вот второе задание, понаблюдать за собой, как часто я хочу кушать, как часто я чувствую себя переевшим и как часто
я чувствую, что я не сходил по маленькому. Это важные вещи. И затем переходим к аутогенной тренировке. Учимся в течение 5 минут расслаблять тело и в течение 10 минут мысленно делаем те действия, ту работу, которая нам необходима. Делаем те действия и ту работу, которая нам необходима. Вот 3 простых вещи, которые вам помогут. 3 простых вещи, которые вам действительно помогут продвинуться на пути своего психологического здоровья. И действительно, друзья мои, эти вещи, их нужно тренировать и практиковать. Если вы их знаете в теории, это ни к чему вас не приведет, оно вам не поможет. И казалось бы, я говорю о каких-то простых вещах, и возможно вы ищете более какие-то сложные стратегии, теории, как можно. Другими словами, друзья, вы либо усложняете сильно себе жизнь, либо ищете волшебную таблетку. Вот если в практику переведете то, что я вам сегодня рассказал, то вы будете уже совершенно другим человеком, и энергетически, и морально, и психологически себя будете чувствовать намного лучше. Приветствую, Наталья. Да, Наталья, у нас начался марафон психологической гигиены. Сегодня у нас первый день. Первый день уже подходит к концу. Да, будете смотреть в записи. Ребят, вот кто присоединился, марафон буду проводить 5 дней. С понедельника по пятницу. Сегодня у нас понедельник. И время старта урока будет где-то в промежутке с 16 до 17 по Москве. Ну, буду стараться в 16 стартовать, но могут быть небольшие задержки, потому что я тоже работаю, тоже имею какие-то другие дела. Поэтому так, Исламбек, приветствую, отлично, только что присоединилась, придется в записи посмотреть. Отлично, смотрите в записи. Ну, имейте в виду, что в 16:00 будет у нас завтра второе занятие. Доброго дня, Лидия. Я смотрю с самого начала. Очень интересно, все записываю. Лидия, отлично. Друзья, если вы смотрите с самого начала, не нужно молчать, нужно хотя бы поздороваться и давать какую-то обратную реакцию, потому что, ну, мне просто скучно разговаривать в камеру. Мне хочется на этом канале общаться с вами обязательно. Поэтому, надеюсь, так. Еще раз повторю домашнее задание. Правило 3 восьмерочки. Заводим блокнотик, листик, даже тут блокнотик не нужен, просто листик. Пишем, сколько я сплю, сколько я работаю, сколько я отдыхаю в сутки. И потом смотрим, сверяем с идеальной формулой. Второе домашнее задание. Контролируем свой физиологический комфорт. Как часто я голоден, как часто я переедаю и как часто я хочу в туалет по-маленькому. И эти все вещи тоже вы знаете, как регулировать. Ну и проведите одну аутогенную тренировку. Возьмите какое-то дело, которое вам нужно делать. Неважно, комфортно вам делать его или некомфортно. Просто то, что вам нужно сделать. Для чего делается аутогенная тренировка? Для повышения вашей эффективности. Когда вы это дело проделали у себя мысленно, но здесь в аутогенной тренировке есть еще очень важная часть. Мы расслабляем наше тело. В течение 5 минут мы расслабляем наше тело. Сканируем его, потом расслабляем мышцы лица с помощью легкого массажа руками, пальцами, и затем переходим к непосредственной мысленной тренировке того, что нам нужно сделать. Поверьте мне, 15 минут, если вы будете делать 15 минут в день, вы просто станете гуру продуктивности. Ну, а на этом я предлагаю нам сегодня остановиться. Домашних заданий много. Пересматривайте марафон в записи. И обязательно жду ваших комментариев по мере выполнения домашнего задания. И в дальнейшем мы встретимся уже завтра. Ориентир в 16 часов. Но, может быть, я немного задержусь. Я оставляю за собой право немного задержаться. Был рад всех видеть и желаю вам психологического здоровья.